Всем доброго раннего утра. Как видите, на часах уже без 25. Я пока еще работаю, но я люблю работать в тишине, пока мир не проснулся и пространство свободно. Итак, друзья мои, у меня огромное количество работ и шепотков, и заговоров для здоровья и прочее. Но их нужно искать. Они на моих дочерних каналах, на основном канале, на канале «Ведьмина изба 2», на моем сайте, на других платформах. Кстати, сегодня сняла объявление на этом канале, назвала несколько раз название сайта «Ведьмина изба», сайт. Набирайте в Гугле, в Яндексе, там на других платформах открывается. И все время один и тот же вопрос читаю под роликом. А где вас найти? А как второй канал называется? А как сайт называется? Знаете, как это называется? Это все невежество и невоспитанность. Нежелание хотя бы прослушать. Они просто посмотрели или чуть-чуть там перемотали, или начало послушали, нажали на стоп и просто внизу пишут. Я должна каждому, причем вот листаешь вниз, и столько раз одно и то же написано разными людьми. То есть они даже не соизволят посмотреть. Может, есть похожий вопрос, может, уже ответили. Это просто вызывает иногда такое омерзение. Я начала таких людей выкидывать из форума. Потому что если нет уважения к моим словам, к моим объявлениям, если у вас нет времени и желания послушать до конца, что вы тут потеряли? Итак, вы знаете, что в мире очень неспокойно. И есть моменты, когда людям невозможно выйти из дома, пойти в аптеку, в больницу. Не будем говорить о том, кто виноват во всем этом, что в некоторых городах так происходит. Зачастую сами жители тех городов своей пассивностью спровоцировали то, что происходит. Но в любом случае люди есть люди, у них трудности, бедствия, и мы сейчас говорим о них. Мне человек написал в личку, извиняюсь, мужчина, сказал, что не могут выйти из дома сейчас, в подвалах сидят, и у него эпилепсия, может в любой момент начаться, у него жуткий страх. Помогите, пожалуйста, дайте какой-нибудь заговор. Обычно в этом случае я выхожу из себя, потому что я не люблю, когда мне заказы раздают. Тем более, что и от эпилепсии, и от других недугов я уже давала несколько раз ритуалы, заговоры. Но там немного посложнее, там нужно определенным образом, да, начитывать, делать. Я уже было выходила из себя, а потом на секунду просто подумала, что человек находится в безысходном положении, а эпилепсия – страшная болезнь. Кстати, его называют еще болезнь гениев или великих. Считается, что люди, которые напрягают мозг очень сильно, то есть умственная работа, связанная с напряжением, у них, как правило, вызывается эпилепсия. Но не совсем с этим согласна. Мигрень еще можно понять. Мигрень действительно встречается у людей, у которых именно работа, связанная с мозговой деятельностью, интеллектуальная работа. А эпилепсии болеющие я видела таких пустоголовых, у которых была эпилепсия. Я бы не сказала, что они гении. Унаследованная эпилепсия причем.
И хочу вам сказать, что вот подобным заговором и рекомендациями, подобным у меня нескольких, я помогла людям совсем избавиться от падучей болезни, которые так и называют. В древние времена это считалось проклятием. Если у женщины это обнаруживалось, ее не брали замуж. Вообще в стародавние времена, прежде чем брать девушку замуж, сестра и мать жениха отводили ее в баню, рассматривать, нет ли у нее каких-то шрамов, фигура похожа ли на девственницу, не рожала ли она, потому что это видно по фигуре женщины, как бы ты не ухаживал за собой, все равно роды оставляют свой след. Вдруг она скрывает ребенка, выдает себя за девицу и так далее. И еще более очень много различных моментов проверить, не болеет ли она падучей болезнью, потому что это была страшная вещь. И падучая болезнь, как правило, очень часто встречалась в аристократических семьях. Вот люди, которые этим болеют, если они покопаются в своем родословном, окажется, что они далекие потомки аристократов. В аристократических семьях болели этой падучей болезнью. Многие императрицы, дочери там знаменитых монархов этим болели. И невзирая на то, что отец был влиятельный человек, и за его спиной стояло там огромное мощное государство, но его дочери оставались дома. То есть не выходили замуж именно потому, что слухи о падучей болезни распространялись очень быстро. Их просто не брали замуж даже за очень большие, там, скажем, дивиденды и очень большие надежды, деньги, приданые, земли не брали, потому что такие женщины могли передать, естественно, свою болезнь своим детям. И тогда династия была бы под ударом. Итак, эпилепсия от слова эпилиптос или эпилиптос с греческого, что означает хватать, поймать, схватывает. Болезнь хватает человека, руководствуется, то есть управляется эта болезнь из центральной нервной системы. Человек ничего делать не может при всем желании, смотря какой стадии эта болезнь. Может просто затрясти и отпустить, а может человек упасть и начать ударяться головой о пол бетонный, причем глотать язык. Мне приходилось несколько раз спасать таких людей. Мы жили в общежитии, и девушка у нас болела падучей болезнью. Она упала, просто посинела перед глазами. Все испугались, кричали. Я там командовала аппаратом, просто не растерялась. Я даже не понимаю, как. И, значит, закричала, что принесли ложку. И я вот этой ложкой держала ее язык. Она мне все пальцы поискусала. Второй раз был такой случай тоже. Один из моих друзей, который познакомил меня со своей девушкой, и она вдруг упала и начала биться в конвульсиях. Это страшная картина, это очень тяжело этим людям. Она потом, ей было неудобно. Я, конечно, сказала, что это, то есть это от нее не зависит, и ей стесняться этого глупо, я все понимаю. Но она вот ужасно боялась. Она просто переволновалась, и все. По-разному бывает. Бывает от волнения, бывает наоборот, чувствует себя очень хорошо человек и надышался, погулял, и вдруг вот человек не знает, как его нервная система среагирует. Эта болезнь, к сожалению, не лечится. Она заглушается, останавливается. Но вытравить из генетики эту болезнь невозможно. Поэтому таким людям, конечно, нужна помощь постоянная и всегда. Итак, я отправила этому человеку этот заговор и сказала, как использовать. И говорю еще раз, когда такое отправляют, я злюсь, потому что такое ощущение, как будто заказывают у меня. Но
идя навстречу, вы знаете, что невзирая на мою строгость, я человек очень добрый. Иногда и слишком, и во вред себе бывает. Ну, ничего страшного. Ладно уж. Люди, если не оценили, то Вселенная в любом случае это вернет мне и моим детям. Я дала человеку этот заговор и сказала даже, что я еще даже не опубликовала, но вам дарю. Начитывайте на воду 13 раз. Держите бокал с водой ближе к губам, так, чтобы ваше дыхание касалось воды. И начитывайте 13 раз, после чего залпом выпейте воду. Ну, наберите столько воды, сколько вы можете. Осилите выпить быстро. Сделайте это несколько раз в день. Прямо утром встаете, если у вас есть такой недуг, значит, начитывайте 13 раз над бокалом воды, выпили. Неважно, вы поели чего-то, чай пили, вообще это не имеет никакого значения. Никакая луна не имеет значения. То есть это уникальный заговор, который можно применить в любое время. Если с утра начитать, то весь день у вас не будет этих приступов. Если вы часто будете это делать, то есть вот займетесь, вот несколько месяцев постоянно будете помнить и начитывать, у вас это может остановиться навсегда. Но время от времени обновляйте, то есть в любом случае останавливайте, закупоривайте, закройте это. Я знаю девушку, которая очень боялась, что ее молодой человек это узнает. Я помогла ей. И, ну, у нее там были другие эти дела. То есть у нас с ней... Я ее отчитывала и все такое. И от эпилепсии сестра попросила ее принять ее. Я ей дала этот заговор. Ну, похожий заговор. У меня их несколько. И до сих пор она замужем. Уже прошло, наверное, достаточно 6 лет с чем-то. Никогда у нее не было больше приступов. И ее молодой человек, сейчас уже муж, даже понятия не имеет, что у нее когда-то были такие приступы. Итак, можете, если у вас маленький ребенок, у него есть такие приступы, именно эпилепсия, учтите, потому что это должна быть падучая болезнь. Другую нельзя заговаривать, даже если ребенок там капризничает, это не падучая болезнь. Именно эпилепсия, если это подтвержденный диагноз, можете сами начитать на воду 13 раз и дать ребенку пить. И если это ваш близкий человек, который не в состоянии встать, сам чего-то делать, ну вот в лежачем состоянии, и вот в этом случае применять. В остальном человек сам читает и пьет. И я, чтобы не слышала больше, а можно я вот тайком начитаю, он в это не верит. Нет, не верит, не хочет, не уважает эти силы, недостоин спасения. Конец. Там же много не нужно, всего лишь на воду. Если человек чем-то страдает, да я по себе могу сказать, если я знаю, что мой какой-то недуг, можно просто нашептать на воду, там же несложно, не ходить 7 дворов, собирать 7, не знаю, 7 веников, сжигать посреди ночи на 40-м километре на перекрестке. Просто на воду начитывать, если мне скажут от моего недуга, начитайте, выпейте, это пройдет, я, конечно, сделаю. А если человек говорит, я не собираюсь, ты сам сделай, я, может, выпью это, может, нет, тогда туда ему и дорога. Потому что силы помогают тем, кто их уважает. Мне на днях женщина написала, попросила помочь ее сыну. Я думаю, она меня услышит. Там случай очень запущенный, смертельный, суицидальный и так далее. Я сказала, я помогу вашему сыну, пусть он мне сам напишет. И попросит о помощи, чтобы я ему объяснила, как и что. Он очень сухо, очень невоспитанно мне написал. Пишу, что надо от меня, что я должен там говорить, что должен рассказывать. Я говорю, молодой человек, вы не считаете, что о помощи не так просят вообще? А что, я не понял. Вы сами сказали, попросили. Я говорю, я не просила, просили за вас. Я сказала, пусть напишет мне. Ну а что тогда? Я сказала, ничего тогда, до свидания. Все, иди, ты не заслуживаешь этой помощи. Было время, по молодости помогала даже таким хамам. Жалела их.
Потом понимала, что они это и не оценили, не увидели, еще и приписали случайности, да еще и облили дерьмом. Нет, не делайте добро тем, кто это не ценит. Если он пришел к тебе так по-хамски, нахально, он и дальше будет так себя вести. Итак, 13 раз каждый человек для себя делает исключение, когда человек не ходячий, в лежачем положении, и ребенок маленький. 13 раз начитывать на воду и залпом выпить. Заговариваю я себя от падучей хвори. Ты бьючая да падучая, через воду пойди, да через кишку уйди. На безродное поле, на черное раздолье, на плакун траву, на черную тину. А меня покинь, а меня избавь. Поселись среди нечисти болотных. Их бей, их тряси, а меня отпусти. Не я прошу, а боги приказывают. Так тому и быть, заклято. Еще раз. Заговариваю я себя от падучей хвори. Ты бьючая да падучая, через воду пойди, да через кишку уйди, на безродное поле, на черное раздолье, на плакун траву, на черную тину, а меня покинь, а меня избавь. Поселись среди нечисти болотных, их бей, их тряси, а меня отпусти. Не я прошу, а боги приказывают. Так тому и быть, заклято. После того, как вы выпили воду, вам некоторое время нужно будет бежать в туалет. Несколько раз, так надо. Вода обладает памятью, она слышит, набирается этой информации и, собственно говоря, работает в вашем подсознании, внутри вашего тела. И как вы просили, выводит это состояние. Ну так, грубо говоря. Терпимо, это не страшно. Заговариваю я себя от падучей хвори. Ты бьючая да падучая, через воду пойди, через кишку уйди, на безродное поле, на черное раздолье, на плакун траву, на черную тину, а меня покинь, а меня избавь, поселись среди нечисти болотных, их бей, их тряси, а меня отпусти. Не я прошу, а боги приказывают, так тому и быть, заклято. Заговариваю я себя от падучей хвори. Ты бьючая да падучая, через воду пойди, через кишку уйди, на безродное поле, на черное раздолье, на плакун траву, на черную тину, а меня покинь, а меня избавь, поселись среди нечисти болотных, их бей, их тряси, а меня отпусти. Не я прошу, а боги приказывают, так тому и быть, заклято. И напоследок вам скажу, этой болезнью страдал Юлий Цезарь, Александр Македонский, Петр Великий и многие великие люди в мировой истории, извиняюсь. И у них у всех это началось после определенного случая в детстве. У Цезаря началось, когда его семья постоянно преследовалась императорами того времени, они сменяли друг друга и все время приходили за его отцом, за его братьями. И у него на этой почве в детстве, видя этот страх матери, вот эту семейную трагедию, у него это началось, эпилептические припадки. У Македонского известно, что было нелегкое детство, родители жили немирно, и все время ему приходилось это видеть, эти сцены избиения матери, ревности отца и так далее. И, естественно, Петр Великий, когда стрелецкий бунт был, и под руководством его сестры Софии, царевны Софии, и когда и его дядю протащили стрельцы и просто кинули на обнаженные мечи, и он это все увидел, и у него с того времени тоже начался эпилептические припадки, что, собственно, сопровождало и было до конца жизни. И последний припадок его, собственно, привел к смерти. Тогда это не умели особо лечить. Лечили кровопусканием и всякой ерундой. Не было еще таких методов. Так что учтите, что если у ваших детей начинаются болезни, связанные с психикой, с неврологией, это отчасти и ваша вина. Не закатывайте сцены возле детей, избавляйте их от таких вот разборок. Или устраивайте эти разборки, идите в поле, там, в лес,
орите друг на друга, там, разбивайте тарелки и домой. Потому что именно в глубоком детстве начинаются вот эти эпилептические припадки, если они приобретенные. А бывает, что унаследованные. Но в любом случае даже унаследованные болезни обостряются, когда мы создаем благоприятную почву для этого. То есть чем меньше нервов, чем больше спокойствия и любви, тем меньше шансов, что у ваших детей такое может случиться. Всем удачи!